Привет! Из Саратова через Волгу пересек я мост и попал в город Энгельс. Я нахожусь в центре города Энгельс, в городском парке, который называется Покровский. Отсюда начинаю исследовать город, искать в нем интересное и делиться с вами. Покровский парк – самый обычный парк с выходом на набережную, детские площадки, спортивные площадки, немножечко аттракционов разных для детей, небольшая сцена, фонтан еще есть в парке. По центру парка находится такая вот скульптура, называется «Птички». Что-то очень странное. Современное искусство, оно такое. Похоже на какие-то кусочки разломанного двигателя, запчасти от сломанного спиннера. Выход на набережную, да, и надпись желтыми буквами «Энгельс». Покровск, Энгельс. Такой вот кубик, 270 лет. Город был основан в 1747 году и назывался Покровская Слобода. В 1914 году Покровскую Слободу переименовали в Покровск, то поселение получило статус города, а вот в 1931 в честь Фридриха Энгельса Покровск был переименован в Энгельс. А я пришел к городскому пляжу. Что ж, давайте посмотрим. Какая теплая водичка. Такой небольшой заливчик здесь на пляже. А с пляжа вот такой вот вид. Да, на карте написано, что вот этот кусок пляжа бесплатный. А вот там за забором центральный городской пляж. Не знаю, платный он нет. Ну, достаточно хороший, кстати, участок по территории, даже больше саратовского пляжа. Отличие, наверное, в том, что здесь есть какой-то небольшой инструментарий, турничочки, лавочки, зонтики, и радио еще играет фоном. И работает пляж до 9. От пляжа идет вот такая вот дамба, практически в центр города, до набережной. Вид с балконов, особенно верхних этажей, здесь великолепный. На Волгу. Кайф. Я тут уже прихожу к благоустроенному кусочку набережной. Небольшая часовня, вот отсюда как раз таки со стороны пляжа и дамбы начинается более-менее благоустроенный кусочек набережной. Камушки и фонтан. Фонтан только не работает. Почему-то фонтан такой вот. Щука это или стерлядь. Что ж, ладно, пойду по набережной. Старенькая набережная, но уютненько. Прекрасный вид на Волгу и острова. Стелла. Отечественная война. Прикольно, по набережной можно ездить на «Жигулях», оказывается. На набережной установили памятник Королеву и Гагарину. Называется «Перед полетом». Вот они вдвоем сидят на лавочке. Я такой памятник видел в городе Королев. Ну, не именно такой, а как раз таки, где они вдвоем сидели тоже на лавочке. Памятник посвящен как раз таки тому моменту, когда Гагарин здесь неподалеку приземлился от этого города. Есть киосочки с мороженым. Вот это, кстати, прикольно. Лавочки со столиками, еще старенькие. А тут у нас кто? Какой-то круглый шарик с надписью «Россия» на кепке. Ну и куда же без классики российских городов. И еще парочка приятелей. И еще парочка влюбленная. С любовью к родному городу. Тут практически весь забор в замочках. А еще на набережной есть стелла. Ну, это часть парка, по факту набережная, да, как часть парка. Героям фронта и тыла с вечным огнем. Такая вот стелла со звездой. И немножко военной техники перед стеллой. Даже колесо обозрения есть. Маленькое совсем, конечно. И немножко аттракционов. Набережная вроде дальше как заканчивается, ну именно благоустроенная. И идет вот такая же дамба, как она идет до набережной со стороны пляжа. В Энгельсе новостроечки строят около берега. Наверное, здесь не самое дешевое жилье. Еще и с таким видом великолепным. Я думаю, здесь жилье подешевле, чем в Саратове. И народ предпочтет жить здесь. Потому что до Саратова, в принципе, очень хорошая логистика. Ходит несколько видов транспорта. За последние 10 лет, по официальным данным, приблизительно население прибавилось на 20 тысяч человек. Да, в Энгельсе население растет, а из Саратова все уезжают. Вот и думаете. А к Покровскому парку прилегает огромная площадь Ленина.
Она действительно большая. Для проведения разных концертов и мероприятий хорошая площадь. На 200 тысяч человек вполне себе. И два скверика чуть дальше прилегают к этой площади. Начну, наверное, съемки с самого дальнего угла. На площади модернистское здание школы искусств, Дом советов. Проект благоустройства есть, кстати. Прикольно. Но проекты, конечно, очень ужасные все. А вот у нас первый сквер. Альфреду Шнитке. Москательная лавка. Товары для художников. Вот это архитектура. Класс. Смотрите, какой шикарный пристрой к жилому дому. Никогда бы не подумал, что скажу такое словосочетание. Монументальный пристрой. Но он действительно выглядит мощно. А тут у нас есть даже немножечко такого конструктивизма. Интересно. Второй скверик, аналогичный первому практически, который прилегает к площади. И за деревьями здесь тоже спряталось несколько симпатичных старых домиков. Энгельская картинная галерея, великолепно отреставрированное здание, усадьба Ухиных, ансамбль. А вот памятник Мыльникову Андрею Андреевичу, выдающийся живописец, монументалист, педагог, участник Великой Отечественной войны. Маркс, Энгельс, Ленин. Пьедестал для выступлений мэра города, наверное, если он здесь выступает. И небольшой памятник Ленину на площади. Ух ты, забавно, там даже небольшой леттеринг. За площадью, за памятником Ленина, торговый павильон небольшой, и за ним здание ЗАГС. Здание ЗАГС очень даже симпатичное. Напротив здания ЗАГС и практически напротив площади, по диагонали, детский парк. А за детским парком находится Свято-Троицкий кафедральный собор. Такой вот он. Федор Егорович Кобзарь стоял у истоков становления Покровской слободы, как важнейшего пункта торговли хлебом. А детский парк — это такой большой парк, где практически весь парк — это детская площадка. И фонтан есть. Фонтан, кстати, интересный. Судя по всему, здесь вода должна идти из всех трех шаров, но работает один. Это улица Телеграфная. Дальше вроде деревянные домики пошли. Это чуть дальше детского парка. Одна из таких, видимо, старинных улиц. Так, хочу пройтись по параллельной улице от площади по улице Коммунистической. Вроде как тут тоже должна быть старенькая архитектура. Пивной завод «Жигули». Шикарное здание. А это, я так полагаю, пешеходная улица. Улица Театральная. Так, ну сюда я сейчас вернусь. Вау, какой забор великолепный. Арка. Да, архитектура здесь сохранилась старенькая. И довольно-таки хорошая, кстати. Мне кажется, пешеходной можно было коммунистическую сделать улицу. Правда, здесь не все в хорошей архитектуре. Есть что-то и вот такое не очень красивое. Ну и вот еще один красивый домик в конце. Дальше торговый центр и новостройки. Я вернулся на Театральную. Театральная через дорогу, через Коммунистическую продолжается. Здесь перекладывают плитку. Или, погодите, ее только укладывают. Это что-то похожее на свежее благоустройство. Видимо, делают продолжение пешеходки. Скорее всего, раньше здесь ее не было. Локация будет интересной. Метров 150, вся улица пешеходная будет. Всегда готов. Крупская и дети пионера-героя. И мощный дворец пионеров. Сталинская неоклассика, симпатичная архитектура. Символ города Энгельс. Бык, который везет на себе чашу соли. Когда основывали Покровскую слободу, и вот ее основывали как раз как некий перевалочный пункт доставки соли с озера Эльтон. В 2003 году установили эту композицию. А я прошел чуть дальше вглубь города, дошел до площади Фридриха Энгельса. На площади есть здание школы, среднеобразовательной школы номер 1, и оно шикарное. Вот так вот выглядит площадь, окруженная жилыми домами и школой. Это, кстати, забавно, что есть школа,
И нет никаких заборов вокруг школы. Даже как-то непривычно видеть в современной России школу, которая без заборов. И на ней установлен памятник. В честь этого человека и был переименован город. И тут есть такой вот небольшой фонтанчик рядышком. Такие вот, кстати, указатели где-то можно встретить на улочках. А напротив площади, через дорогу, сквер верным сынам Отечества. 2007 года памятник. Такой вот поставили. С точки зрения скульптуры, конечно, довольно-таки средненько получилось. Да и все. Такой вот скверик. Чуть дальше вглубь города большущий такой жилой массив, который преимущественно был построен в позднесоветский период. Какое великолепное здание и великолепный леттеринг Энгельс строй. Но, к сожалению, леттеринг издалека не просматривается из-за большого обилия деревьев. Я прошелся чуть дальше. Череда скверов, но они не особо примечательные. Так вот, здесь есть сквер Дружба и Центр народного творчества Дружба. Просто посмотрите на эту великолепную мозаику. Да, такое классическое здание советское, типовое. Шикарная мозаика, причем сохранилась практически идеально. Это еще не все, потому что мозаики продолжаются вот здесь. Да, по-моему, очень даже шикарно. Сквер немножко в таком убитом состоянии, хотя, судя по плитке, реконструкция была лет 10 назад, может быть. Там установили, видимо, памятник жертвам Чернобыльской АЭС. Вот он, этот монумент. Символ радиации. Памятник ликвидаторам Чернобыльской АЭС. Причем довольно-таки классно сделано. Небольшой сквер в уголочке дороги. Так, тут у нас Ту-16. Самолет занимает, наверное, 1/3 сквера размером. И такие вот георгиевские столбики с датами 1941, 1945. И в этом жилом массиве еще остался один скверик небольшой. Хотя здесь их несколько, еще мною не снятых, но такие посредственные совсем. Город в принципе не туристический, соответственно, тут многого и не ожидаешь увидеть, но тут как бы жилой район, тут вообще ничего не ожидаешь увидеть. А пришел я к общественному пространству, большому, зеленому, не знаю, как называется. Скорее всего, что-то похожее на некий мемориальный комплекс. Кстати, довольно-таки хорошо сделано. Хорошая плитка, газончик неплохой, детская площадочка. И там достаточно симпатичный фонтан. Я бы даже сказал, современная локация. Видно, что сюда вложили не так много денег, но сделали, в принципе, более-менее симпатично. Марина Роскова. Роскова Марина Михайловна. Летчик, герой Советского Союза. Очень даже хороший памятник сделали. Фонтан, кстати, хороший. Особенно летом. Бегать здесь детям великолепно. Да, такой небольшой мемориальный комплекс, мемориальный сквер. В принципе, хороший. С учетом того, что находится достаточно далеко от центра города. Героем-авиатором Стелла. И рядом с Стеллой Вечный огонь. Это гарнизонный дом офицеров, а вот то здание — это как раз-таки образовательный центр имени Марины Михайловны. И позади небольшой собор новодельный. Кстати, вот эта улица рядом со сквером, дорога. Здесь есть велодорожка, и это полностью пешеходная тропинка. И она достаточно длинная. Где-то 600-700 метров она длиной. Параллельно эта дорога идет улица, вот, только это пешеходная. Что, кстати, очень даже интересно. И рядышком здесь у нас фотореализм, как раз таки летчица с такими вот истребителями. Я поснимал центр, побродил по центральным районам. Городок не маленький. 227 тысяч. Я думал, справлюсь гораздо быстрее в плане съемок с ним. А я приехал в другой конец этого города. Здесь решили, реально практически окраину города, решили сделать парк Победы. Привезли сюда кучу военной техники. Парк называется Патриот.
кстати, здесь примерно вот туда вот по дороге, километров 25. И там небольшой отворот, и вот там приземлился Юрий Гагарин. Недалеко от поселения Смеловка. И там сделали небольшую локацию с монументом. Локация является достопримечательностью города. Вот кому интересно, я думаю, можно туда съездить. Оставлю посещение этой культовой достопримечательности на потом. А в этом видео город. Да, парк Патриот. Это такой небольшой музей военной техники под открытым небом. Вот здесь тротуарчик, даже велодорожку сделали. Такую совсем узкую. Судя по всему, были таблички где-то, их поотрывали. Вот где-то сохранились таблички с описанием техники. Самолеты, пушки. Тут у нас бюсты героев. Вот как-то так. Техники тут, конечно, куча. Наверное, посмотрели на локацию Парка Победы в Саратове и решили повторить. Катюша. Даже большими буквами подписали. Но с саратовским, конечно, не сравнится. Все это расположено на берегу Волги. Ну, тут Волга такая, километров на 10 ее разбросала. Разные острова. За островом еще кусок Волги, потом еще остров, потом еще Волга. Детская площадка. А здесь у нас что, тренажерный зал? Судя по всему, еще даже не устанавливали. Просто привезли. Видимо, открытие. Народу много. Небольшая скейт-площадочка здесь еще есть следом. Тут была попытка сделать хорошее благоустройство с качельками, с теннисными столами. Но получилось, конечно, даже не среднячок совсем. Лучше бы эти деньги пошли куда-нибудь в центр города. Потому что состояние скверов и парков в центре на сегодняшний день, ну, не самое свежее. Там дофига чего надо менять, дофига чего можно сделать. Я не понимаю целесообразность вот этой локации. Я сюда на автобусе минут 20 с центра города добирался. Это вот что за пустырь? Опять же, если рассматривать с туристической точки зрения, вы делаете такой жесткий, некомфортный разброс для туриста. Не каждый сюда поедет. Не все жители сюда поедут. Нашел белокаменный собор по дороге на ЖД вокзал, вот как раз таки с парка. Да, вот такой вот небольшой храм, а мне надо на ЖД вокзал. Само здание железнодорожного вокзала на фотографиях выглядело симпатично. Посмотрите на это старинное строение. Прекрасно видно, как деревянный дом облицовывался кирпичом. Хороший пример. Конечно, не лучшее состояние домика. И очень жалко, что такое состояние домика. А это станция Покровск-Приволжский. И вот такое вот красивое здание железнодорожного вокзала. Здание деревянное, а входная группа кирпичная. Такая арка, маленькие колонны. Шикарно. А перед зданием вокзала бюст Калинину. Вот, выход к ЖД, ну, здесь, по-моему, не ходят поезда. Я вообще не знаю, что это за ветка. Вроде она как грузовая отдельно. Посмотрите на это окно и на двери. Забавно. В колечко вписали локомотив, да и все. Я думаю, на этом мои съемки города окончены. Прогулялся по самым ходовым местам, посмотрел, что из себя представляет Энгельс, ну и, конечно же, поделился этим с вами. Энгельс получил свое развитие в советское время, как промышленный город. Это не туристический город. Город-спутник Саратова. Ну, когда находишься в Саратове, все равно интересно попасть на эту сторону, посмотреть, как тут живут люди. Так что я думаю, если будете в Саратове, почему бы и не заехать. Когда-то эти города хотели объединить. В 80-е годы шла речь еще об этом, чтобы построить метрополитен тут. Даже шла речь о том, чтобы объединить эти два города и назвать их одним общим названием Гагарин. Несмотря на то, что город Гагарин уже есть. Но опять же, у городов разная история. Ну вот такой вот был город Энгельс. С вами был Эней. Увидимся с вами в следующем видео, в следующем городе.